дизайнера самое важное – это постоянно искать вдохновение и расширять насмотренность. И мы с командой наших дизайнеров решили вплотную этим заняться и поехать на международную мебельную выставку в Китае. Я хочу вам показать самые интересные моменты этой выставки и поделиться своими первыми впечатлениями от Китая. Я в первый раз в этой стране, и, честно говоря, я 2 дня здесь, но здесь каждый день идет, наверное, за месяц, потому что каждый день просто море впечатлений, и я обязательно поделюсь ими с вами. Это где-то 1/10 всей выставки. Вот я не очень понимаю пока, как это все смотреть. Это золото очень любят в Дубае. Это прямо дубайский дизайн. Дизайн для шейхов специально, да. Это китайское исполнение итальянского бренда. Ну, вроде неплохо. Выглядит как арт-объект, который создаст у вас атмосферу, да. То есть это будет центральный объект вашей гостиной, например. Шпон орех или массив? Шпон. Не массив? Нет, точно нет. Яичко. Как выиграть конкурс современного дизайна, какую-нибудь выставку, просто сделать что-то из переработанного пластика, и все, сразу же у вас есть гарантированно уже какая-то награда. Конечно же, это самый модный тренд сейчас, это все, что сделано из переработанного пластика. Кстати, прикольный светильник, мне нравится. Самый милый стенд, здесь у нас палаточка для котика и колясочка для котика. Посмотрите, какая милота. Хотите модный интерьер, используйте модное заполнение, здесь очень красиво. Особенно с подсветкой. Сейчас Китай закрыт для туристов, и мы получили специальные деловые визы, чтобы попасть сюда через приглашение на эту выставку. И мы летели в полупустом самолете, потому что туристов нет ни в одну, ни в другую сторону. Летят только по делам, и я думаю, что это очень скоро закончится, потому что сейчас открываются туристические визы. В Шереметьево прямо перед посадкой оказалось, что нужно срочно заполнять декларацию о здоровье на сайте, на китайском. И мы были очень удивлены этому, потому что оставалось буквально час до вылета. Мы в экстренном порядке стали заполнять и понимали, что если сейчас зависит программа, например, то мы просто не сможем улететь. Это был прям стресс. Это 2 разные кожи и вообще 2 разных стиля дивана. Я много где вижу этот тренд, когда смешивают 2 половины от разных диванов вообще и делают общий диван. Называется day bed. Такая дневная кровать. Вот. Полежать, отдохнуть на кухне. Самое главное, чтобы здесь было удобно спине, потому что на такой, конечно, лежанке особо не полежишь. Несколько лет назад появился этот тренд смешивать разные материалы и разные типы фактур. Например, здесь глянец смешан с матовым деревом. Также смешивают разные камни и другие натуральные материалы. Я думаю, что вы знаете, что это за кресло в оригинале. Это кресло-самоед. Оно приятное. До первого завтрака на нем. Вот такой декор я не первый раз вижу на диванах. Как будто из него вылезает пух. Лен, ты хотел теплый минимализм. Наконец-то мы нашли теплый минимализм. Мой любимый стиль, в котором я хочу разработать свою коллекцию. Сейчас буду вдохновляться. Это аналог вместо стекла вот так делать. Получается прозрачная полочка. Это что такое? Ткань? Ниточки? Жгут, да, как будто такой? В общем, мы нашли самый модный павильон пока что. Довольно модная мебель. Эпоха квадратных диванов закончилась. Все такое ломаное, интересное. Еще один Джапанди павильон. Такой смесь минимализма, этники, японского минимализма. Для меня сейчас, наверное, самый актуальный стиль. Перед поездкой, наверное, человека 3, знакомые с Китаем, задали мне один и тот же вопрос. Саш, а как ты там будешь общаться? И я как-то не придал этому значения, но когда мы сюда попали, это реально оказалось проблемой. Ну, не такой уж и сильный, потому что сейчас мы вот ходим, общаемся со всеми, но надо было привыкнуть, потому что никто не понимает английский язык. Вот от слова совсем. Никто даже не пытается его понять, и коммуникация идет довольно тяжело, но мы уже научились. Очень модная сейчас ткань букле, она бывает покрупнее, помельче. Вот единственная, конечно, проблема – это мой кот. Я боюсь, что
мой кот не переживет ее. Точнее, этот диван не переживет моего кота. И посмотрите, какая форма, да, она все-таки не квадратная, она скругленная. Мне кажется, что самая актуальная и модная вещь сейчас это daybed, это тахта. Здесь как раз есть высокая спинка, и можно очень удобно полежать и посидеть. У итальянцев много таких тканей, когда разного размера узлы, и это смотрится дорого. Но вот мы потрогали, по ощущениям она не очень мягкая, не очень приятная. Для тех, кто любит пожестче. Это классный светильник, можно устроить такую небольшую световую инсталляцию, такой классный арт-объект. Они не пришиты. Они очень тяжелые, да? Очень тяжелая спинка, она перекладывается и сразу принимает любое расстояние. То есть у вас диван-трансформер. Ну, я думаю, вы знаете, что это напоминает, кто этим вдохновлялся, кто у кого что украл. Что-то мне это напоминает. Это не натуральная кожа, да, это что-то типа алькантары, искусственная кожа, но по качеству прям кайф. Швы, кстати, очень красивые тоже. Классная мебель, да. Я почему-то был уверен, что в Гуанчжоу много европейцев, но каждый человек на улице, вот реально каждый смотрит на нас просто пялится в открытую, и это немного странно, конечно, это радует наше самолюбие, но выглядит забавно. Здесь, конечно, человек европейской внешности, немножко дикая история. Я везде вижу круглые столы, которые крутятся, и, конечно же, это все пришло изначально из Китая, вся эта мода, потом перешла в Европу, здесь она опять вернулась. А здесь у нас китайские перегородки, весь шоурум так сделан. Это вот перегородки, о которых я рассказывал в выпуске про трансформацию пространства. Это бумага и дерево. Такие столики уже были подобные. Здесь еще интереснее все намиксовано. Здесь и стекло, и камень, и дерево, и все вместе как раз дает интересный дизайн. Сукачалка, но это, наверное, для тех, кто очень любит это дело. Когда у вас большая гостиная и такой большой диван, то очень классно выглядят вот такие вставочки. Они могут быть из дерева, из камня. И они очень удобные, практичные, чтобы тупо не ставить бокал на диван и пользоваться им как приставным столиком. Яркая иллюстрация, как с помощью прожектора в шине можно полностью заменить кровать. Вот она подсвечена, она вообще по-другому сразу смотрится. Красивый стол. Здесь разное направление шпона, который разделяется красивой металлической вставкой. Многодельно и дорого. А вот и наши любимые паровые камины. Как же я люблю это делать. У меня сейчас жуткий джетлаг, потому что сейчас в Москве где-то 12 часов, то есть здесь плюс 5 часов. И в самолете не получилось выспаться, потому что приходилось спать днем, когда мы летели ночью, то есть был день. И я пытаюсь это наверстать, но у нас очень мало времени, чтобы это сделать. Какая погода вообще? Как на Мадейре. На Мадейре прогревается 12 градусов. Выставка в основном посвящена мебели, но есть отдельный один павильон, в котором есть светильники. И они делятся на два типа. Это закос под Италию, либо какой-то местный аутентик вот в таком стиле, в азиатском. Ну, не знаю, насколько это вообще актуально у нас, но надо выбирать, получается, между погружением в Азию и репликами под Италию. Я знаю, чем они вдохновлялись, конечно. Наверное, стеблями бамбука, может, еще чем-то. Нам понравились вот эти ленточки. Можно хорошо использовать в хорике, если у вас какой-то уличный ресторанчик. Супер бюджетно можно сделать вот такую красоту. Перед тем, как соберетесь в Китай, обязательно поставьте себе WeChat, потому что здесь вместо визиток все им пользуются. В любом магазине, кафешке все просят оплачивать WeChat, и настолько это здесь интегрировано вообще во всю жизнь, что это просто must have. Это место демирования. Но это скорее режим. Такой блинчик, да, огромный, повесить над лестницей. Это мне напоминает фабрику ветви из Уфы. Но здесь очень прикольно сделан цоколь сверху, он прям крутой. А вообще концепт точно такой же, очень похожий. А это наши любимые лампы-читалки. Если вы любите читать бумажные книги или вообще что-то бумажное, то вам это пригодится. Круто, что они все очень сильно утоплены в глубину и не будут бить по глазам. Это магнитный профиль латунного цвета. Берется любой прожектор,
прикручивается и загорается. На самом деле неплохо исполнен. Здесь такой интересный металл, шлифованный, не глянцевый, не пачкается, видите. Довольно интересная форма, шестигранники. Они такие массивные, интересные. Это то, что пленило Андрея, выдвижные лампочки. Да, это просто космос. Но это какие-то непонятные. Ну, все равно. А, нет, всё это равно. они Это есть. очень хорошая штука. Вот. Нашли. Это встроенный светильник, плюс маленький направляемый. Это мега крутая вещь. Мне это напоминает какие-то вытекшие глаза, если честно. Нет. Все знают, что китайцы шумные, но здесь я иногда ловился на мысли, что рядом стоит толпа китайцев, и наша группа вот шумит, вот как будто мы поменялись местами, реально. И я всех успокаивал, ребята, какие-то мы очень шумные, а все должно быть наоборот. Почему так? 快点，介绍一下。 Вот эти стаканчики нам очень понравились на мебельном шоуруме, и здесь вот они отдельно вывешены. Единственное, мне не нравится глянцевый цоколь, мне кажется, это мрачно. Это под испанцев типа закос. Это пластик, да? Он мягкий? Перфорация, как всегда, в тренде, но она что-то у них исполнена не очень ровно, мне кажется, она кривоватая, люстра. Но вообще перфорация это прекрасно. Очень красиво и очень тяжело. А из чего они, Андрей? С камня, да? Алебастр тоже? Натуральный камень. Красиво сочетается с этим с цветом стен. Для всех, кто задает вопросы, какой выбирать домой свет, как он отличается, вот у нас теплый свет, нейтральный свет и холодный свет. А справа он немножко такой же даже больничный цвет. Вот скажите, какой вам больше всего нравится? Вот у меня дома будут в основном светильники 2700 и немножко 3000. 3500 это считается нейтральный такой белый цвет, который можно использовать вот в любом интерьере. 4000 это уже какой-то такой, знаете, больничный хай-тек, ну, на любителя. Хотя, например, в Дубае такой свет считается самым уютным. Вот мне, конечно, нравится больше тепленький 2700. Самый правильный свет – это отраженный свет. Здесь источник света внизу, дальше он идет наверх, отражается. И у нас появляется рассеянный, очень приятный свет. Немного бока до лоба. А мы сейчас пойдем туда. Прямо впечатляет. Я думаю, что стоит это как самолет. Ко мне подошли китайцы, попросили сфотографироваться, подписались на все наши соцсети. Это намек на то, что вам тоже надо подписаться на все наши соцсети. И сказали, что на самом деле Китай был несколько лет закрыт из-за пандемии, и они очень рады видеть иностранцев, потому что сейчас это редкость, особенно иностранные дизайнеры. Приезжайте в Китай, вдохновляйтесь, покупайте здесь мебель. Есть свои особенности, мы о них поговорим отдельно, но здесь есть что купить, есть что посмотреть. Да, эти ребята заморочились прямо на стенд. Наконец-то я нашел акустический светильник, но, наверное, не буду раскрывать секретов. Обо всем узнаете чуть позже. Посмотрите, как красиво переливается свет на стене. Вот эти все предметы набираются и подвешиваются. Получается очень красивая люстра. Я помню, одно время их все рисовали, но никто не знал, как их сделать. А мы их не рисуем, но как сделать, знаем теперь. Мы все знаем. Это светильники, которые сейчас все используют. Это диодный неон, то есть для него не нужно специальное подключение, легко режется, прикрепляется, создает довольно интересный эффект. И я видел уже просто бесконечное количество вариаций вот этих ремней. Ремни сейчас в тренде. Итальянцы задают, конечно, вот всегда тон, то есть они делают что-то оригинальное, потом это расходится просто миллионами переосмыслений, которые иногда, кстати, очень неплохо смотрятся. И, конечно же, в каждом втором стенде есть отсылка, либо картина, либо фигурка Кавс или Бербрикса. Возможно, все китайцы посмотрели обзор квартиры Тимати и вдохновились. Сейчас мы в шоуруме, где очень дорогие и качественные реплики. Вот это, я думаю, что вы знаете, что это за реплика, какого бренда. И видно, что все детали, все мелочи очень хорошо проработаны. В Китае, конечно, есть очень разные реплики, очень разного уровня, но цена на них тоже будет отличаться. Видно, что шоурум сделан дизайнерами, видно, что пытались добиться эффекта такого дорогого бренда. У них, кстати, это получилось, но меня, конечно, подбешивает, что периодически здесь видно, как стробят диоды. Почему нельзя сделать все вот полностью, довести до идеала?
Но светильники, конечно, топ уровня, и все детали, все мелочи, все очень хорошо проработано. Нам рассказали, что в Китае очень жестко борются с репликами, и провинция Гуандон — это единственная провинция, где это разрешено, потому что здесь все делают реплики, и с ними просто перестали бороться. И вот эти кубики, конечно, это просто моя любовь. Это минималистично и классично, и дорого, все вместе. Будет неплохо смотреться в каком-нибудь коттедже на втором свете, либо над лестницей. А вот это уже правильный теплый минимализм. Посмотрите, здесь дорогой травертин, металл. Это не пластмасса, это металл. Красивые цвета, он еще и матовый. У меня вообще ощущение, что меня очень многие не поняли. Теплый минимализм — это про мало, но качественных, натуральных, интересных предметов. Это не просто минимализм в теплых тонах. В первую очередь это натуральные, дорогие предметы, интересные фактуры, текстуры, цвета. Здесь уже ничего нового, ротанг, дерево, в принципе, все знают эти формы. Но судя по количеству народу, этот дизайн пользуется популярностью. На таких выставках интереснее всего посмотреть именно вот такие инсталляции, что-то креативное, когда действительно, ну, мебель мы все время видим и так, а вот такие вещи, они делаются под выставку, под инсталляцию, и это, по сути, и есть дизайн, это очень интересно. А вот этот поставщик есть и в Москве, очень приятно встречать магазины, которые можно потрогать и у нас. Ну, мне, кстати, не нравится, когда рисуется вот эта ткань. Она, видишь, имеет направление ворса. Но наверняка она живучая. Микрофибра, да, типа? Ну, похоже, что да. Вот такие стеллажи просто идеально работают на просвет в большом пространстве между гостиной и кухней, например, или просто большой гостиной. Но у нас очень мало производителей подобных, и приходится заказывать все издалека, из Европы, из Азии. И я хочу решить этот вопрос, и сейчас себе домой разрабатываю подобную гардеробную. И очень скоро покажу ее вам, и я думаю, что ее можно будет приобрести. Мы сейчас над этим работаем. Смотрите, какой низкий диван. Это тоже, по сути, вот эта тахта. Справа удобная полочка, низкая спинка. Мне кажется, буклет сразу же делает любой диван или кровать модной. Это лайфхак. Если вы едете в Китай, я советую сразу же купить юани, потому что у нас сразу же начались проблемы. Прямо в аэропорту все обменники были закрыты, в городе тоже все было закрыто. Я не знаю, мы, видимо, поздно уже прилетели. А сегодня мы смогли обменять деньги, но это понадобилось порядка полутора часа. То есть Андрей сидел 1,5 часа в обменнике и в итоге смог поменять деньги, но это прям сложная история. И такая же проблема здесь с интернетом. В аэропорту, в отеле интернет работает, Wi-Fi, только если у вас местная сим-карта. Это кресло стоит, я даже боюсь сказать, сколько оно стоит на самом деле. Прикольно, брошюрованная краска, да, и внутри кожа. Сразу вообще другое изделие. Очень непонятное изделие на вид получилось. Этому креслу премию за самую необычную форму. Хотите что-то необычное? Вот неплохой пример. Как превратить диван в прикольный диван, надеть ему брекеты и относить 2 года. Блин, ну он офигенно тактильно приятен. Потрогай. Прям тема. Диванище. Ну, посадка прикольная. И сядь. Лена говорит, что очень неудобно. Почему? Мне вот он по форме нравится. Он такой низкий, приятный, мягенький на вид. И у него пропорции крутые по размеру юнитов. Он модульный, собирается. Здесь мало кто заморачивается на стенды, но вот эта рецепция нас просто поразила. Это стеклянные трубки.
Просто стеклянные трубки зеленые, но вместе они создают очень красивый архитектурный объем. Прямо вот архитектура. Кто делает дизайн ресторанов, ребята, вот, пожалуйста, вам готовая идея. Масштабы Китая, конечно, впечатляют. Мы вчера ездили в город, который полностью посвящен светильникам. То есть там целая улица огромных 10-этажных гипермаркетов, где продают только световые приборы. И вот пока мы туда ехали, мы ехали 1,5 часа. По дороге были только города. Города, дома, поселки. И они все сливались в один огромный город. То есть не было ни разу, чтобы мы ехали через какой-то лес, через какое-то поле. То есть это были сплошные города, просто бесконечное количество домов. Это дубайский вайб уже. Натуральный камень красивый. Ножки. Они мягкие. Это мягкая ткань. Красивый полированный металл. Дубайский вайб. Металлическая ручка интегрированная. Прям цельная. Сваренная. Крупная текстура на коже. И все вместе прямо тяжелый люкс. И кровать тоже в тяжелом таком люксе. Посмотрите, какое огромное изголовье. Я думаю, что сантиметров 30 она. Мягкая, очень классная. Пахнет натуральной кожей. Мягкое изножье, царга вот такая толстая, классная. И никто никогда не сломает здесь ногу об нее. Но все вместе это прям тяжелый люкс. Очень красиво смотрится, очень дорого. И это такая еще брутальная мужская кровать. В дорогой мебели очень проработаны все детали. Здесь шпон с таким вот рисунком красивым. Ручки. ДСП имеет фактуру. Внутри деревяшка. Посмотрите на фаски, какое красивое дерево. Прямо здесь каждая мелочь проработана. Вот так и делается дорогая мебель. Мы сейчас ходим по огромному павильону, где очень-очень много обеденных стульев. Они в большинстве своем довольно дешево и грустно смотрятся, но есть отдельные экземпляры. Вот этот прямо качественно проработан. Это прямо видно. То есть, хорошие вещи, они сразу видны за километр. Здесь прикольно, что разные финиши, есть и латунь, и сталь, и какой-то вот, что это, титан, да? Черненький такой прикольный. Прикольная стяжка, то есть она дольше проживет, чем обычная ткань. В общем, магазин прям порадовал. Мы находим интересных поставщиков и, конечно же, берем у них брошюрки. Давай эксперимент, развернись. То есть это прям комфортная высота. Но это прям барная стойка, это не кухня. А, вот кухня. Вот высота кухни. Мне кажется, здесь низкая у них. Вот. Они коротышки. Но они все у них на пневматике, да, то есть его можно поднимать на любую высоту. И я, конечно, всем рекомендую покупать пневматику, если вы боитесь ошибиться, потому что ситуация бывает прям вообще мрачная. Когда мы прилетели в Гуанчжоу, город был укутан такой легкой дымкой, и мы подумали, что это просто влажный воздух, какой-то туман, но он не проходил несколько дней, все время, что мы здесь находимся. И потом нам объяснили, что это смог. Сейчас, правда, после 2 лет пандемии и активного использования электроавтомобилей, здесь очень много электромотоциклов, за счет этого очень тихо, кстати, на улице. Сейчас стало поменьше, но в принципе солнца здесь очень мало. Все это загораживает смог. Для всех любителей домашних животных здесь есть отдельный бокс, полностью посвященный домам для животных. Вот смотрите, какие здесь есть. Котики, конечно, грустные, но вот эта палатка — это просто милота. Я еще причем уверен, что я куплю такую вот штуку моему коту, и он вообще будет спать в другом месте. А это будет так стоять и пылиться. Вот котики не врубаются в это все. Здесь китайские реплики на итальянские стулья, а здесь итальянцы, которых, похоже, разыскивает Интерпол за то, что они придают итальянский дизайн и сотрудничают с китайцами. Запомните эти лица. По поводу качества губей, не знаю. Вроде ничего. Я узнал, что это оригинальный дизайн, не копия. Понял. Еще один оригинальный дизайн. Да. А вот этот бокс оформлен в стиле музея современного искусства, и, конечно же, сразу совершенно другое ощущение от стульев, но могу сказать, что они и по качеству очень сильно отличаются. Здесь и фанера, и кожа, и дизайн. Есть даже немножко ресайкла. В общем, какие я могу сделать выводы о выставке? Здесь есть либо что-то такое местное, аутентичное, либо реплики. Причем реплики бывают как прямые, так и какие-то переосмысления. И по поводу реплик у нас будет еще одно видео из Китая. Прямо очень подробное, интересное, про логистику, про качество, про доставку в любую точку мира,
сколько это стоит. В общем, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее очень интересное и, я думаю, что очень полезное для вас видео. Сейчас не работает монетизация, поэтому, если хотите поддержать наш канал и выход новых роликов, то я оставлю ссылочку на наш Boosty под видео. Обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, там очень много всего для вашего вдохновения. И до скорых встреч, друзья. Пока-пока.